Приветствую на своем канале Kirman Buy. И в этом видео я вам подготовил еще одну подборку с сайта AliExpress. Мне была прошлая подборка, но эта подборка, я думаю, еще круче, чем в прошлый раз. Короче, китайцы удивляют своими товарами, или лучше сказать запчастями к таким автомобилям, как Passat B3, как Audi 80, к примеру. Ну и так дальше, джеты, там, не знаю, крокодилы всякие, ну вы же сами знаете. Дело в том, что эти запчасти с сайта AliExpress можно считать уникальными. Ну, не знаю, как для вас, но для меня это так и выходит, потому что с сайта AliExpress и такие запчасти довольно прикольно выходят. Ну, первая у нас запчасть выходит, это ГРМ, ремень, который подходит, как вы видите, к Audi 80, сотке, Jetta, Passat, он даже вроде бы как написано. Так, стоимость нажимаем на чина и смотрим. Стоимость у нас $6 и $8 доставка. В принципе, и на месте такой ремешок можно заказать за такие же деньги, и не нужно ждать этой доставки. Дальше у нас идет ролик ГРМовский, который натяжной, да? Да, он самый. Тот самый ролик, который стоит у меня в Passat B3. Да, все дырочки, все как положено. Цена у нас $6 и $15 доставка. Крутяк. Нет. Мне такая запчасть не нужна, так как я закажу на месте дешевле. Куда дешевле? Я уже ставил, заказывал, и ходят эти натяжники очень долго. Дальше у нас идет. Так, немножко у нас тут интернет тормозит. Кстати, вот, очень уникальная вещь такая. Я не знаю, даже на разборках возможно ли найти и купить отдельно. Вот такая крышечка, кстати, стоимостью обалденная. $18 плюс доставка 4. Ставится она на клапанную крышку и защищает наш ГРМ, ремень от пыли всякой. И дальше у нас опять же получается защитный такой кожух. Да, он у меня вроде бы такой же самый. Конечно же, $13 стоит. В принципе, может, это и недорого для такой запчасти, как вы думаете. Так, крышка ремня ГРМ, ну, короче, от пыли, от всего она типа защищает. Ну вот у меня в моей тоже такие пазики есть, да, вот. Для болтиков дырочки, все как положено. Цена, конечно, обалденная, но если она у кого-нибудь сломалась, к примеру, я думаю, можно заказать. Двигаемся дальше, и у нас получается дверные ручки для Volkswagen Golf и все остальное. В прошлый раз я показывал ручки для Passat B3, и сейчас я просто нечаянно наткнулся и смотрю, есть даже вот этим джетом. Джета у меня, кстати, раньше была до Passat. Я очень удивился, что тоже есть джетовские вот ручки, не только ручки, но вот видите, сзади кнопка для багажника, ну и ключи и так дальше. Ну и дальше у нас попался вот такая интересная вещь, это пыльник к шрузам. Вот. Так, что тут ботинки написаны, что ли? Ничего себе у их перевод русско-английский, блин. Так, разных цветов, и вот есть и красные, и синие, и черные, вот как видите, с дырочками они. То есть не нужно снимать самого шруза. Старый просто можно просто-напросто отрезать, вот этот одеть, зашить его, на хомуты завязал. Стоит, конечно, он $15. Доставка тоже такая не слабая. Сейчас посмотрим большие картинки. Так, картинок нет, отзывы. Жаль, что-то отзывы не очень. Ну, так что, может, и не стоит заказывать. Да, в принципе, что там стоит, не стоит за такую цену. Лучше поискать у нас на месте такие кожухи. Если кому-то лень или неудобно снимать данные кожухи, я думаю, поискать с размерами можно найти и у нас. Так, дальше у нас, ну, как бы такая неважная, но просто попалась на глаза. Освещение заднего номера, такие стекляшечки. Это не лампочки там, я так понимаю, а просто стекляшечки. Ну, за эти стекляшечки отдавать $11, конечно, может и жалко, но на разборках можно, я думаю, найти и за копейки, может даже и бесплатно. Вот дальше, кстати, тоже опять у нас попались пыльники. Пыльники на шурузы и с интересной такой колбой. Вот 4 штуки, универсальный, резиновый, конус. Ну, конус так подразумевается, наверное, пыльники.
Стоимость, конечно, $18 плюс 5 доставка. И вот интересная колба, на которую, если я найду фотографию, я вам покажу. Сам пыльник вот этот натягивается на эту колбу. То бишь снимается старый пыльник, снимаешь просто колесо и на шрус натягиваешь через эту колбу и спускаешь вот этот пыльник. Как-то так. Прямо на сайте можно найти, как там одевается. Есть картинки, как-то попадались они раньше. Если кому-то вот надо, пожалуйста, заказывайте. Но стоимость $18. С такой колбой, я думаю, можно поискать и у нас. Но дело в том, что на этом сайте AliExpress для меня это уникальный случай, что есть такие запчасти. Вот, кстати, попалась Джета, вернее запчасти, это надкрыльники или как их там правильно называются. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня тоже была Джета, но у меня в эти пластмасски все были целые. Но если кому-то надо, вот имейте в виду, что на сайте AliExpress можно заказать целый комплект вот этих пластмассовых вставок, которые, конечно же, стоят $27. Это как бы немало. А вот смотрите, и плюс доставочка чуть не $8. Так что много ли мало на разборках, я не знаю, есть, нет такие вещи. Но фактом, что здесь на Алику можно заказать. Дальше у нас идет такая всеми известная запчасть, как трамплер. Полностью в сборе с крышечкой, с датчиком. Стоит он $27 плюс доставка 9. В принципе, как новая запчасть, я думаю, это нормально. Как вы считаете, не знаю, можете написать в комментарии, мне тоже будет интересно почитать ваши мысли. Так, ну вот видите, да, полностью сборы с крышечками, вроде бы с датчиком, с такими самыми отверстиями. Я свой трамплер вынимал, но вроде бы он должен подойти на Passat B3. Ну как, я не знаю, как вы там считаете. Похож или не похож? Дальше у нас пошла такая небольшая тема тюнинга. Может кому интересно, может нет. Но я решил все-таки взять пару таких товаров, которые, по крайней мере, мне показались интересными, которые можно поставить дополнительно в салон. Это такой датчик с вольтметром и датчик, который показывает температуру. Ну, а их тут 3 вида. Можно такой взять. Ну, и там всякие разные какие-то непонятные. Стоит как бы относительно недорого для такого тюнинга. Можно поставить, если кто вот любит. Кстати, наши Passat, вот такие автомобили, на котором только и можно тюнинговать. Всякие ставить примочки. Я так считаю, потому что мой Passat тоже натыкан всякими китайскими штучками. Дальше у нас опять идет тема опять тюнинга. Вот можно поставить подсветку под капот. Кстати, по всем характеристикам она тут страшно яркая. Так что в ночное время будет очень светло у вас под капотом. Даже видно по фотографиям. Можно поставить концевик, то есть открываешь капот, лампочка загорается. Закрыл, лампочка потухла. Ну, как дверька, принцип такой же. Вот, стоимость у нас $11, доставочка $2, но можно заказывать, я думаю. Я думаю, это недорого для такой китайской вещи. Правда, неизвестно, сколько ждать ее придется, но все же. А дальше у нас идет алюминиевый фланец. Он закрывает у нас термостат. Такая вот интересная трубка, ну, короче, фланец. Так, стоимость у нас этого фланца $10. Ну и доставочка почти 4, так что, в принципе, можно. Потому что такие фланцы обычно они изгибаются или ломаются вот эти уши. Кстати, ну похож. Я думаю, станет на Passat B3. С уплотнительной резинкой он должен быть. Я думаю, кто менял, знает, что оригинальные такие бывают уже изогнутые с годами. Обычно их жмут там до потери сил. И не выгибаются. Дальше у нас идет не пассатовская тема, но просто попалась знакомая поворотники на Audi 80. Да, на Audi 80 B3. Вот такие годы у нас подходят к данным поворотникам. Ну, это стеклышки. Ну, я думаю, это не редкость, но дело в том, что они находятся на сайте AliExpress. Вот в чем дело. Вот почему я их показываю. Не так просто. Это как бы неудивительно. Там на разборках, может, и найдешь там на Audi 80, я думаю, без проблем. Но вот на сайте, на Avio. Вот, кстати, дальше у нас идет стрекоза.
На Audi 80, по-моему, B3. Да, тут и B3, и B4, и C3, и C4. Цена у нас $13, доставка $8. Такая цена на такую стрекозу довольно такая серьезная. Я думаю, на разборках найдется и подешевле. Хотя на Audi 80 особо я не знаю. У меня Audi 80 не было. Но вот дальше у нас идет опять же стрекоза. Почему-то на Audi 80. Тут 90, сотка, не 200, $17. Так что если кто смотрит, у кого есть или была Audi 80, знайте, что на AliExpress такую запчасть можно заказать, и она придет к вам прямо домой. Вот, кстати, уникальная, я считаю, вещь, товар, как хотите, так и называйте, это карбюратор. Карбюратор, который можно заказать. Так, кстати, на Audi, что-то на Audi 80. Я думаю, если подобрать платформу, то этот карбюратор можно поставить на любой автомобиль, ну, типа вот нашего двигателя 1.8, как у меня монобензин. Я думаю, мой моник можно выкинуть и спокойно поставить вот такой вот карбюратор. Я думаю, кто-то с пользователей, у кого есть Passat B3, уже такие манипуляции проделывал, потому что уже были такие слухи, я там читал отзывы по Passat именно B3, да, думаю, Audi 80 такие же самая беда, джеты, ну и так дальше. Дальше у нас немаловажно, можно заказать подушку под карбюратор, вроде бы как фланец карбюратора, да. Так, Audi 80, ну тут, ну, видите, даже Passat, Jetta стоит $18. Именно под карбюратор, я так понимаю. Не знаю, подмоник подойдет, не подойдет. Я не помню, как выглядит подушка именно подмоник пассатовский. Так, дальше у нас опять идет карбюратор. Так, карбюратор, новый карбюратор тоже не такой, он чем-то отличаться должен. А знаете, чем отличаться должен? Он должен отличаться ценой. Доставка бесплатная, но ценник $226 за карбюратор. Я думаю, БУ машину можно найти с такой ценой. Ну, конечно, карбюратор хороший, это тоже проблематично найти в наше время, но $226 я бы, например, не платил, придумал бы что-нибудь так, я не знаю даже что, но думаю, вопрос решаемый. Так, хотелось бы тут что-то почитать про нее. Ну да ладно, не буду тратить времени. Побежали дальше. Дальше у нас комплект прокладок всяких. Это называется рэм-комплект для карбюратора. Так, Гольджета. О, карбюратор 2E2, 2E3. Я думаю, много у кого есть такие карбюраторы. Стоит, конечно, ремкомплект $26, как бы ушный, наверное, карбюратор. Но, так, доставка у нас бесплатная, но, как вы видите, болтики какие-то там, прокладочки и все так дальше. Дальше у нас поднялась тема тюнинга. Я тут забросил пару таких, как сказать, чехлов на руль, что ли. Наверное, так. Но тут какие-то они непонятные. Я, кстати, один заказал, как придет, я, если кому интересно, могу отписаться, что это за шняга такая получится на руле. Вот именно я вот такую заказал, вторую, я их тут 3 штуки закинул себе на выбор. А вы уже смотрите сами, может кому надо, тоже вот как бы солидно смотрится с другой стороны. А вот посмотришь, как она выглядит в скомканном виде, непонятно, что это за материал. Читал там отзывы, тоже непонятки. Один хвалит, другой ганит. Что-то там неизвестное вещество. Но за 2,93 цента я решил заказать и посмотреть, так как у меня тоже он уже изношен и нужно его поменять. Так что пойдет пока китайский на время хотя бы. Ну вот можно такой заказать. В принципе, там выбора море этих чехлов тьма. Ну и самый интересный товар — это игрушечная машинка, которая стоит $125. Это можно купить вот такой гольфик, если кто интересно. Ну, конечно, за $125 никто покупать, я думаю, не будет. Но это же интересно, машинка поставить в такую же, в салон, на панель управления. Я думаю, прикольно выглядело. Но в данной машинке почему-то нет. Но можно заказать и
Так, вот у нас третий, но можно заказать и вот такого гольфика. Кабриолет это получается, да? Ну, в принципе, цена та же, $125. Так что, если у кого есть желание, пожалуйста, заказывайте. Блин, интересно даже почитать ваши отзывы о такой игрушке. Кто рискнет купить за $125 вот такую игрушку? Дальше я нашел подешевле игрушку за $8, по-моему. Сейчас она откроется, и мы уточним подробности. Да, тоже гольф, но он стоит $8. И плюс доставка 2. Так, на нем написано гольф МК2 какой-то. Ну, короче, доставочка $2. Вот такую, в принципе, игрушку, кто коллекционировать хочет. Или может появится желание, так что можете, пожалуйста, заказывать на Алику. Ну, это не запчасть, но такое мгновение, что попалось на глаз, хотелось вот вам показать. Дальше у нас идет вот такая флянцевая трубка, помню название, да, подходит к разным автомобилям, Пассаты, Гольфы, тут что-то Бора. Можно отдельно вот с резиновой прокладкой заказать. Так, можно отдельно термостат заказать, а можно все вместе заказать термостат и вот этот фланец с этой резиновой прокладкой стоит $12. Как бы может, в принципе, все вместе и недорого. Это получается опыт. Но и у нас еще один товар, это немаловажное для наших автомобилей, таких как Passat B3, Audi 80, ну и так дальше, не буду перечислять. Это изолента тряпочная. Так, стоимость у нас чина нажимаем. Сколько тут миллиметров? 15 метров длиной. Стоит, к примеру, у нас $1. В принципе, можно заказывать, я думаю, это недорого. Ребята, интересует ваше мнение, стоит ли делать такие подборки, вам это интересно или нет. Сидя на изоляции, я вот делал такие подборки, но изоляция у меня скоро заканчивается. Если кому интересно, обязательно пишите, я буду делать и показывать вам вот такие подборочки с Алиэкспресса. Так что заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно ставьте колокольчики. В принципе и все. Всем пока-пока, спасибо за просмотр.